Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я продолжаю вязать снежинки в подарки к Новому году. Навязала их очень много, большую часть уже раздарила, и все, получая такой подарок, очень радуются. Поэтому я решила снять второе видео по вязанию снежинок. В первом видео мы вязали с вами вот такие самые простые снежинки, но я решила немного усложнить схему, добавить больше пико, и у меня получилась вот такая снежинка, которую мы будем вместе с вами вязать в этом видео. В зависимости от того, какую пряжу вы возьмете, какой декор добавите, у вас получатся совершенно разные снежинки. Например, самые маленькие снежинки у меня получились из пряжи белое кружево. Вязала их крючком 1 и 3, добавила бусинку по центру, и в ту снежинку, которая побольше, я добавила тончайшую нить люрекса. Вот так выглядит этот белый люрекс. Он очень тонкий, практически незаметный, но он добавляет в снежинку деликатного мерцания. Посмотрите, как красиво она блестит. Снежинки побольше у меня получились из той же самой пряжи, но я их вязала крючком 1 и 5. Эта снежинка у меня без люрекса, но я добавила бусинку по центру, а в эту снежинку я добавила тот же самый белый люрекс. Эти снежинки у меня связаны из пряжи пехорка ажурная, но в последний ряд я добавила люрекс на ниточке. У меня был люрекс на вискозной ниточке. В эту снежинку я добавила серебристый люрекс на белой нити, а в эту снежинку я добавила серебристый люрекс на серой ниточке. Посмотрите, как красиво она выглядит. Вот так выглядит бобинка с люрексом. И эта ниточка немного толще, чем предыдущий люрекс. И самые большие снежинки у меня получились из пряжи пехорка успешная. И в эти снежинки также в последний ряд я добавила люрекс на вискозе. Посмотрите, какие они замечательные. Если вам понравились эти снежинки, то поставьте лайк этому видео и начнем их вязать. Схему этой снежинки я составила сама на основе схемы первой снежинки, просто добавила больше пико. Если вы любите вязать по схемам, то свою схему я оставлю вам на своем YouTube-канале во вкладке «Сообщество для спонсоров» и на бусте для моих подписчиков. Для вязания снежинки я возьму пряжу немного потолще, чтобы вам было виднее, и крючок 2 мм. Сначала выполняем первую скользящую петлю. Если вы будете пришивать бусинку, то оставьте хвостик нити подлиннее. И набираем еще 6 воздушных петель. Теперь эту цепочку нам нужно замкнуть в круг. Для этого я ввожу крючок в первую петлю цепочки, подхватываю рабочую нить и вытягиваю ее через все петли. Мы провязали соединительную петлю. Далее укладываем хвостик нити по цепочке, будем его ввязывать. Вяжем первый ряд узора, набираем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. И набираем еще одну воздушную петлю. Далее в центр цепочки будем провязывать столбики с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок в центр цепочки, подхватываем рабочую нить. У нас на крючке 3 петли, провязываем 2 петли вместе и еще раз 2 петли вместе. Мы провязали с вами столбик с одним накидом. Делаем воздушную петлю. И далее повторяем. Делаем накид на крючок, вводим крючок в центр цепочки, подхватываем рабочую нить, провязываем 2 петли вместе, 2 петли вместе. Воздушная петля. Итак, вяжем, чередуя столбик с одним накидом, воздушная петля, пока таких столбиков у нас не получится 12. Первые петли воздушные считаем за столбик, то есть у меня сейчас провязано 3 столбика.
Итак, вяжем далее самостоятельно, чередуя столбик с одним накидом, воздушную петлю, пока таких столбиков у нас не получится 12. Провязала я 12 столбиков. В конце не забываем делать воздушную петлю. Обязательно пересчитайте столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь нам нужно замкнуть вязание в круг. Для этого в цепочке находим третью петлю подъема, вводим в нее крючок и провязываем соединительную петлю. Вот так у вас должно получиться. Первый ряд узора мы провязали. Вяжем второй ряд, и в начале второго ряда нужно перейти под следующую арочку. Для этого я ввожу крючок под арочку, подхватываю рабочую нить и выполняю соединительную петлю. Далее набираю 6 воздушных петель. Нахожу следующую арочку и под нее провязываю столбик без накида. Набираю 5 воздушных петель. Нахожу следующую арочку и под нее провязываю столбик без накида. И так чередуем 6 воздушных петель, столбик без накида в следующую арочку, 5 воздушных петель, столбик без накида в следующую арочку. И так вяжем далее, пока таких арочек у нас не получится 11. Дошла я до конца ряда, осталось провязать 6 воздушных петель. И в последнюю свободную арочку провязываю столбик без накида. У нас получилось таких 11 арочек, а нам нужно, чтобы их было 12. 12-ю арочку выполняем так. 2 воздушные петли. И в первый соединительный столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Делаем накид на крючок, находим соединительный столбик, вводим в него крючок и провязываем столбик с одним накидом. Второй ряд узора мы провязали. Вяжем третий ряд, и при желании в третий ряд можете добавить тоненькую нить люрекса. В начале ряда нам нужно провязать под арочку столбик без накида, а далее будем выполнять веерок с пико. Для этого вначале набираем 2 воздушные петли и под арочку из 6 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. Далее выполняем пико. Из 4 воздушных петель набираем 4 воздушные петли и в 4-ю петлю от крючка вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Вот такое пико у вас должно получиться. Далее делаем накид на крючок и в эту же арочку провязываем еще один столбик с накидом. Далее в эту арочку нам нужно провязать столбик с 2 накидами. Делаем двойной накид на крючок, вводим крючок в арочку,
Подхватываем рабочую нить. У нас 4 петли на крючке, провязываем 2 петли вместе, 2 петли вместе и еще раз 2 петли вместе. Мы провязали столбик с 2 накидами. Далее будем провязывать тройное пико на ножке. У меня здесь для ножки оставлена 1 петля. Поэтому далее набираю 1 воздушную петлю для ножки и еще 4 воздушные петли для пико. В 4-ю петлю от крючка ввожу крючок и провязываю соединительную петлю. Первое пико из 3 у нас готово. Далее набираю 7 воздушных петель. В 7-ю петлю от крючка ввожу крючок, провязываю соединительную петлю. Набираю еще 4 воздушные петли и в 4-ю петлю от крючка провязываю соединительную петлю. Вот такое тройное пико у вас должно получиться. И в начале у нас осталась 1 воздушная петля, которую мы делали для ножки. Находим эту воздушную петлю, вводим в нее крючок и провязываем соединительный столбик. Вот так. Далее вяжем 2-ю сторону веерка. Делаем двойной накид на крючок. В эту же арочку провязываем столбик с 2 накидами. В эту же арочку провязываем столбик с 1 накидом. Далее выполняем пико из 4 воздушных петель. В 4-ю петлю от крючка выполняем соединительную петлю и провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. Две воздушные петли и в следующую арочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Вот такой веерок у вас должен получиться. И таких веерков нам нужно провязать 6. Давайте вместе с вами провяжем еще один веерок. Набираю 2 воздушные петли. В следующую арочку из 6 воздушных петель провязываю столбик с 1 накидом. И далее выполняем пико из 4 воздушных петель. Набираем 4 воздушные петли. В 4-ю петлю от крючка провязываем соединительную петлю. Первое пико у нас готово. Далее в эту же арочку провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. И в эту же арочку провязываем столбик с 2 накидами. Теперь выполняем тройное пико на ножке. Провязываем 1 воздушную петлю для ножки и еще 4 воздушные петли для пико. В 4-ю петлю от крючка выполняем соединительную петлю. Далее набираем 7 воздушных петель. В 7-ю петлю от крючка провязываем соединительную петлю. Набираем еще 4 воздушные петли и в 4-ю петлю от крючка провязываем соединительную петлю. Вот такое тройное пико получилось. Находим первую воздушную петлю, которую мы провязывали для ножки. В нее вводим крючок и провязываем соединительную петлю. Вот такое тройное пико у нас получилось. В эту же арочку провязываем столбик с 2 накидами. Сюда же столбик с 1 накидом. 4 воздушные петли
И в 4-ю петлю от крючка провязываем соединительную петлю. И осталось нам провязать еще один столбик с накидом. 2 воздушные петли и в арочку из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Еще один веерок мы провязали. И так вяжем далее. Провяжите еще 4 веерка самостоятельно. Провязала я последний веерок, довязываю 2 воздушные петли, нахожу в начале ряда первый столбик без накида и провязываю в него соединительную петлю. Все, наша снежинка готова. Осталось только спрятать хвостики. Если вы хотите пришить бусинку, то используйте вот этот хвостик нити. Теперь можно снежинку накрахмалить, заблокировать, и после высыхания ваша снежинка будет выглядеть вот так. Вот такая замечательная снежинка у нас получилась. В следующем видео будем вязать с вами снежинки посложнее. Если вам нравятся мои видео, то подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. И я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.